Всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. И сегодня у нас будет небольшая анатомичка, я так полагаю. Как видите, за моей спиной слева от меня, для вас справа, стоит 43-й кузов 400-ка. Для тех, кто не знает, это 400-й Skyway Burgman, начиная с 2003 и заканчивая 2006 годами выпуска. Первый инжекторный Skyway, очень удачный, но, к сожалению, ввиду того, что в этом году ему исполнилось 18 лет, что является уже значительной частью жизни даже для человека, а для скутера, на мой взгляд, это уже 2, а то и 3 целых жизни, он, к сожалению, помер. И сегодня мы разберем его и попробуем понять, насколько вообще картина страшна и что с ним дальше делать. Начнем с того, что человек купил данный скутер весной этого года, и обошелся он ему, на мой взгляд, в совершенно бешеные деньги. Он сказал, что купил его за 180 тысяч рублей. Это просто, на мой взгляд, безумная цена для 43-го кузова в таком состоянии. Может, он прям супер в идеале и должен столько стоить, но вот этому мопеду, на мой взгляд, красная цена живому 1120. Потому что даже на приборке заявленный пробег у него 90 тысяч километров, что уже немало. Из плюсов у него живой задний суппорт, но это как бы уже на фоне всех текущих проблем меркнет. Значит, предыстория следующая. Я этот скутер не знаю, ничего про него не знаю. Он написал мне и говорит, что типа что-то у меня появились посторонние звуки в моторе. Я доехал до дома, заглушил, и больше он у меня не завелся. Масло доливал, масло из него текло изначально, купил весной, проездил вот, собственно, полсезона, может быть, сезон. И мопед помер. Что с ним, не знаю, ничего не знаю. Личинка замка зажигания отсутствует, поворачиваю отверткой, прикладываю ключ с чипом. Так себе предыстория, мне сразу не очень понравилось. Далее скутер приехал на эвакуаторе, и мы начали с ним работать. Я включил зажигание, а что-то стартер даже не пытается крутить. Мы открыли ради интереса вариатор, покрутили коленвал головкой, он вращается. То есть ничего там не заклинено. Далее мы залезли в стартер и увидели там следующую картину. Итак, при вскрытии стартера была обнаружена полная жесть. Все вот эти вот ламели, по которым работают щетки, здесь выкрашены, были механические повреждения. Я даже не могу установить причину, но факт в том, что стартер внутри полностью разрушен. Здесь вылетели все щетки. В общем, стартер не работоспособен. Совершенно неудивительно, что скутер не крутил стартером. После этого мы решили, что нужно заменить стартер и посмотреть, что будет. Я засунул пальчик в отверстие, куда вставляется стартер, покрутил шестеренку, понял, что в одну сторону она вращается, в другую нет, то есть обгонная муфта не заклинена. Первым предположением было, что обгонная муфта могла заклинить, из-за этого во время того, как человек ехал, вращался все время стартер, и, соответственно, он поэтому и развалился. Если честно, до сих пор думаю, что такое возможно, но теперь уже склоняюсь к тому, что в обгонку что-то могло попасть. В любом случае, на сегодняшний момент она не заклинена точно, и мы поставили туда другой стартер. Стартер стоял оригинальный, там нет повреждений на зубчиках, то есть у меня не было поводов для опасений. Итак, мы установили другой стартер и услышали, что мотор работает, мягко говоря, шумно. А если сказать реально, глядя на вещи, то он просто люто стучит. Я бы сказал, что оттуда кто-то хочет вырваться наружу. Далее мы демонтировали вариатор и не увидели там ничего интересного, потому что втулка болтается в корпусе, колодки сцепления, похоже, кто-то переклеивал. Я уж не знаю, кто это делает, но я не одобряю такой подход, мягко говоря. Но ладно, переклеивал. Колокол кривой. И все колодки в какой-то смазке, масле, в общем, это все надо выкинуть по-хорошему и заменить на новое. То есть в вариаторе нет ни одного живого места. Самое живое там это китайские грузики.
Вот, ну, мы как бы это все дело открутили и запустили двигатель без вариатора. Сказать, что я услышал какие-то изменения, нельзя. Поэтому мы решили слить с него масло. И масло показало нам, что мотор потерпел полное фиаско. Вы можете сейчас наблюдать масляный фильтр. И я думаю, что прекрасно видно, что в нем есть огромное количество стружки. Более того, если я подсвечу масло, которое стекает из фильтра, на нем тоже можно наблюдать прям, что с маслом течет. Это самая желтая стружка. Что такое желтая стружка? Это, по всей видимости, следы развалившегося центрального подшипника коленвала, то есть шатунного подшипника. Поэтому было принято решение двигатель вскрывать и думать, что можно сделать, потому что если заменить тут все как следует и отремонтировать этот мотор, то, скорее всего, стоимость этого ремонта превысит стоимость этого скутера. В зависимости от того, что в моторе осталось целого, мы, возможно, сможем на стоимость бэушного двигателя просто сделать человеку скидочку и поставить сюда другой мотор. С Вариком что-нибудь придумаем. Но сначала разумно всегда вскрыть, оценить масштаб повреждений. Может, я и не прав, может быть, этот скутер есть смысл починить. Этот двигатель есть смысл починить. Ну что, вчера мы сняли двигатель, но похож он был скорее не на двигатель, а на какашку. Поэтому мы сегодня утром заткнули в нем все отверстия и отвезли его на мойку самообслуживания. Там немножко его помыли и разобрали. Что же мы видим в итоге? А итоги у нас неутешительные. В общем, ремонт двигателя у нас перерос в анатомичку. Потому что при вскрытии стало понятно, что, скорее всего, двигатель предыдущими владельцами был собран на продажу. Владелец купил этот скутер весной и проездил на нем неполный сезон. Что мы видим внутри мотора? А внутри мотора мы видим очень большое количество стружки. Просто огромное количество стружки от того, что центральный подшипник коленвала рассыпался полностью. От него практически ничего не осталось. То есть боковые шайбы, которые там когда-то были, как и сепаратор, просто перемололо в стружку. Единственная более-менее живая вещь здесь — это коренные подшипники коленвала. Я думаю, их меняли, когда этот мотор собирали. А собирали его 100% и не один раз. Потому что цилиндр расточен на целый миллиметр. То есть как минимум его точили 2 раза. Скорее всего. И там установлен китайский миллиметровый поршень. Потому что в оригинале таких поршней в принципе не бывает. Вернее, я видел упоминания в некоторых каталогах, но мне ни разу не удавалось его заказать. Это все-таки Китай, потому что толстостенный палец сразу виден. Короче, уже неоднократно этот мотор ковыряли. В головке постель распредвала также имеет задиры, к сожалению. Самая ценная деталь в этом двигателе, как я считаю, это головка, потому что она одна из немногих, которая очень с большим трудом подвергается ремонту практически никак. Также впускные клапана на верхних частях имеют очень большие ямы, что свидетельствует о том, что регламент регулировки клапанов в 12 тысяч километров здесь, мягко говоря, не соблюдался. Мое мнение таково, что восстановление этого двигателя нецелесообразно. Мы пытались найти здесь хоть одну живую деталь, реально живую, чтобы ее можно было вот прям без геморроя поставить, но нам это не удалось, потому что масляный насос после такой длительной работы со стружкой, естественно, пришел в негодность. Он очень сильно драный изнутри, и ставить его нельзя. Правая крышка двигателя, как видите, здесь у меня тоже снята. И сняли мы ее не только для диагностики масляного насоса. Мне было очень интересно, что у этого двигателя с обгонной муфтой. Потому что у нас есть парочка бэушных двигателей сейчас. Все мои собранные двигатели, вот буквально в прошлом или позапрошлом блоге вы могли видеть, что я собирал двигатель. Вот он был продан буквально как только мы его на полку убрали. Он 3 дня пролежал на верстаке. Я подумал, может быть, сейчас кто купит. Но потом, думаю, пусть лежит на полке. Вот только мы убрали его на полку, сразу же позвонили и в
тот же день купили. Поэтому, собственно, перебранных моторов в наличии нет, они пользуются сейчас большим спросом, ну, потому что скутеры уже реально очень старые и имеют очень большие пробеги. Двигатели мы, как правило, продаем без обгонной муфты, потому что это деталь, которая пользуется большим спросом, и еще часто на бэушных двигателях бывает мертвая. Соответственно, чтобы сформулировать какой-то конечный ценник для того, чтобы решить, что делать дальше с этим аппаратом, мы сняли крышку, чтобы проверить состояние обгонной муфты. И я увидел интересную картину, потому что вот эта вот замечательная шестерня обгонной муфты заклинила на коленвале. Мы замучились ее снимать. А произошло это по той причине, что коленвал забился стружкой. Там такое маленькое отверстие, масляный канал. И, видимо, просто масло туда не поступало. И это ответ, почему у нас развалился стартер. Стартер развалился потому, что, видимо, на горячую в определенные моменты шестеренка клинила на коленвале, и стартер крутился вместе с ним. Я изначально это предполагал, но на холодную все было нормально. Соответственно, такая вот интересная и необычная ситуация произошла. И она произошла не по причине износа обгонной муфты, а по причине того, что не попадала смазка в ее место крепления. То есть ее теоретически можно реанимировать, потому что кулачки еще плюс-минус более-менее живые, но придется изготавливать эту втулку заново. В общем, надо конкретно заморачиваться. Пока понятия не имею, что дальше мы будем делать с этим скутером. Если владелец примет решение его ремонтировать, уже сегодня-завтра мы воткнем туда бэушный двигатель, соберем какую-нибудь адекватную трансмиссию, чтобы хотя бы поездила, и в общем и целом отдадим его владельцу. Если человек надумает его продать нам на запчасти, то, соответственно, значит, выкупим на запчасти. Не знаю, что решит. В общем, посчитаем, пообщаемся, посмотрим. Но, конечно, картина очень печальная. И, честно говоря, исходя из озвученной мне информации, скутер куплен безумно дорого. Конечно, 43-й кузов, на мой взгляд, даже очень хороший. Сейчас, потолок должен стоить 1150-160. То, что сейчас продается на рынке с учетом их старости и состояния, это, конечно, сильно завышенные ценники. Потому что люди, покупая эти скутеры, думают, что их дешево содержать. На самом деле все очень сильно зависит от исходного состояния. Если там на приборке 90-100 тысяч пробега, то, естественно, скорее всего, в хорошем состоянии быть не может. То есть это возможно, но таких случаев очень-очень мало, что прям люди весь этот пробег следили за скутером. Поэтому, если вы покупаете такого рода скутер, старайтесь искать реальный небольшой пробег. Тогда у вас, скорее всего, с ним не будет проблем. На этом я сегодня вас покидаю. С вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Напоминаю, что скоро выйдет мой видеокурс по ремонту и обслуживанию BMW C650 GT, и все предпродажи и самые лучшие цены будут в группе в Телеграме, ссылочка будет там же внизу. В любом случае, не забудь поставить лайк под этим видео, написать комментарий не менее 3 слов, а также нажать на колокольчик, чтобы первым узнавать о новых, самых интересных видео. Их будет еще много. Всем пока!